Всем привет! Продолжаем играть в Morrowind. Находимся мы в офисе лорда Гала Садрина, архиканоника храма. Наша задача будет сейчас отправиться на поиски ленты лабиринта Барилзара по заданию Самуэль Малекси. А для этого опять нужно идти в канализацию. Тем же путем мы следуем вот сюда, на нижний уровень. Здесь у нас вот такой вот люк. Мы в него проникаем, и в этот раз, я надеюсь, правильно я пойду сразу вот в этот вот проход. Здесь у нас должно открыться... Нет. Не этот проход, друзья. Конечно же нет. Как может быть такое, чтобы я сразу и правильно пошел? Значит, вот этот проход. Да, заброшенный склеп. Наемника придется ждать. Но, вообще говоря, ждать его просто так не стоит, потому что он может затупить где-нибудь там на проходе. Ну нет, вроде сообразил. Идиот. Сохраняемся и заходим. Так, а здесь сразу же личи. Прямо сразу. Так, давайте-ка, что-то я затупил. Надо же призывать нам Алчущего и Святоша, пожалуй, тоже призовем. Раздадим всем заключение. Так. Там еще один прибежал. Но наши ребята неплохо справляются. Весьма неплохо. Кучу душ мы разом захватили. Давайте еще крысу вот эту сагрим. Все, и время перезарядки. Ой, что я сделал-то? Нам надо всего лишь перезарядиться. Вот таким вот образом. Не забываем меч возвращать. Сохраняемся. Лутать личий, наверное, смысла нет. Здесь какой-то люк. Но давайте сначала пробежимся. Я подозреваю, что пространство здесь замкнутое. И мы мимо не проскочим. Мимо нашей цели. Здесь у нас вроде бы ничего интересного нет. По верхам тут ничего тоже нет. Зачем этот колодец, вернее, вот этот водоем вообще здесь нужен, если тут ничего нет? Абсолютно ничего. Ну ладно, для антуража, видимо. Не забываем сохраняться. Еще одна крыса. Так, призовем Алч еще, чтобы он проход не загораживал. Опять лич. Ой-ой-ой. Я надеюсь, что сейчас он на меня не сагрится. Нет, не согрелся. Хорошо. Поэтому сохранимся.
А Барилзар наш вон там вот сидит, по-моему. Или вон там, в каком-то из этих верхних проходов. А наш наемник вряд ли туда добежит. Очень вряд ли. Поэтому давайте так сделаем. Я его оставлю здесь. Давайте сохранимся. Попробуем сначала разведать обстановку. Так. Вот я сам не могу здесь нормально залезть. Да, это, по-моему, здесь. Это просто лич. Нет, значит не здесь, подожди. То есть это просто проход. А я помню, что он сверху был. Может, он не заспавнился? А, вот он. Тебе не место здесь, дитя из живой плоти. Лента лабиринта не должна покинуть этот склеп. Это недопустимо. Это кольцо не должно было вообще появиться на свет. Это было моей глупостью и стало моим проклятием. Теперь целую вечность я проклят пребывать в этом состоянии полужизни, полусмерти, чтобы не позволить моему творению уничтожить сердца и души смертных. Тот же, кто осмелится бросить вызов моему року, заплатит за это своей жизнью. И он меня потерял сразу же, да? Ладно. Значит, мы как действуем? Мы сохраняемся, призываем сюда алчущего. Сразу же святошу. И... Ой-ой-ой, я его бафнул. И заключение, конечно же. Так, теперь призываем Сумрака. Они лича там колпашат. А Барилзара самого пока не трогают. Лич какой-то жесткий, что ли. Или наемника нужно звать. Самое интересное, видимо, на Барилзара не действует паралич. Вот это очень плохо. Давайте позовем все-таки наемника. Куда я положил? Че ты положил? Давай за мной. Все, он сагрился автоматически. Это хорошо. Сумрака призываем заново. Также призываем Святошу. Алчущий, ну пусть будет для количества. Интересно, сколько стоит его душа. Ну, всего 62, то есть он прям какой-то совсем мелкий товарищ. У него здесь вот колечко, которое нам нужно, и клеймо дейдрическое. Хорошо. Очень хорошо. То есть задание мы выполнили. В принципе, можно валить. Был бы это наемник, я бы его отправил телепортом и сам бы тоже телепортировался. Но это у нас наемник, да, но другой. И ребятки наши тупят со страшной силой. Побежали. Я даже сам не могу здесь зайти нормально. Да, и он тоже не сообразит, как тут зайти. Давайте, наверное, подождем. Нет, хрен мы тут подождем. Там лич бродит. Я просто думал, что пропадут наши призванные существа. И может быть тогда он сможет зайти нормально. Нет, значит придется левитацию применять. Левитация у нас через перчатку. Ну вот. Добивать этого лича там одинокого я не вижу смысла никакого. Ну чё, он опять застрял, что ли? Нет, идет. Тут, в общем, идти не очень далеко.
Если не тупить, то и того проще. Тут какие-то трупики у нас лежат, пустые совершенно. Вот сюда вот нам надо на выход. Так, значит, нам надо вот сюда. Я уже немножко ориентируюсь тут в этих проходах. Так, и вот сюда нам надо будет. Ну что? Нет, бежит, смотрите, все-таки бежит. Ну, давайте восстановим, сколько есть уже. Денег не жалко. Так, и нам надо к архиканонику. Или нет, или к этому. Но тут все равно придется обходить так или иначе. Так или иначе придется нам тут обходить. Приемную нам надо, наверное. И поговорим с Федрисом Хлером. Я слышал, во дворце проблемы. Откуда ты слышал? Ты нашел ленту лабиринта? Интересно. Не хотел бы я быть тем, кто наденет его. Поговори со жрецом Дрином, блин. Значит, к архиканонику надо было изначально идти. Да благословит тебя наша леди, верно? Да, уже благословит она, как же. Ты смог найти ленту лабиринта? Потрясающе. Альмалексия наверняка захочет услышать об этом немедленно. Ты должен поговорить непосредственно с ней. Надеюсь, ты понимаешь, какая это честь для тебя. Да, леди требует, чтобы ты предстал перед ней немедленно. Хорошо. Но мы вдвоем пойдем с нашим Альмалексия все знает. Калвусом Горатиусом. Прямо в высокую капеллу. Иди, искупайся в свете моей милости. Так ты тот, о ком я столько слышала? Добро пожаловать в мой храм. Или, возможно, я должна называть тебя другим именем. Но это мы обсудим в другой раз. Как я понимаю, ты хорошо поработал у меня на службе. И воистину, служение мне – это служение всему Морнхолду. А теперь, мой верный и послушный слуга, давай обсудим ленту лабиринта Барилзара. Интересная вещь, разве нет? Под его вполне обыденным видом скрываются огромные возможности. Это кольцо сейчас холодно, но угли его силы все еще тлеют внутри. То есть надо перезарядить, видимо. Я применю свою магию, чтобы пробудить эту силу. Ну, зачем кольцо, она не скажет, поэтому будем подыгрывать. Я служу всему Моровинду. Твоя помощь была оценена. Я увидела в тебе что-то, что уже давно ни в ком не видела. Я благословляю тебя моим светом. Еще раз поговорим с тобой позже. Так, значит, дневник дополнен, но награды как таковой нету. Про Березию она в курсе. Про Хелсета тоже, в общем, она не против него. Так, по крайней мере, на словах. Ну и чё? Блин, где? Альмалексия взяла ленту лабиринта, поблагодарила, даровала мне новую способность. Свет Альмалексии. Сейчас посмотрим. Заданий новых нет. Вот охотников Тирска бы навестить. Да и Воронью скалу тоже. Что там за способность? Давайте глянем. О как. Восстановление всех параметров, короче говоря, всех характеристик на себя. 25 пунктов. Неплохо. Неплохо. А нам, видимо, нужно поговорить снова с Федрисом Хлером. Альмалексия все знает. Что ты хочешь, говорит. Город магии. А, ну понятно. Я понял.
Я понял, чем это пахнет. Давайте-ка мы побеседуем вот с этой подругой. Если ты слышал свежие сплетни, может быть, такой сильный опытный человек найдет возможность помочь обществу. Я слышала, что появилась какая-то новая странная болезнь. Нериль Андарен, одна из целителей храма, полагает, что она как-то связана с крысами. Ты не похож на человека, который боится крыс? А может быть, ты мог бы поговорить с ней и предложить ей помощь? Нериль Андрен, вот это, по-моему, она стоит в больнице. Все, что захочешь. Или внизу. Давайте проверять. Сначала в больницу. Нет, это не она. Значит, она внизу стоит. Там, где мы проходили в канализацию. Ну, путь снова лежит в канализацию, конечно же. Конечно же. Куда же без нее? Ну, вот она, это Нериль. Это моя профессия. Приветствую. Тебя интересуют слухи, циркулирующие в городе? Могу сказать, что я считаю их гиперболизацией правды. Недавно заболело несколько человек. Это проверенная информация, но вряд ли это эпидемия, как считают люди. Но раз уж ты здесь, пожалуй, я попрошу тебя об одной небольшой услуге. Да, это несложно, поверь мне. Простая доставка, но которую очень нужно сделать. Мне сообщили, что Гион Аулин заболел ранее на этой неделе, но отказывается прийти в храм для лечения. Несет какую-то чушь о его коллекции. Как бы то ни было, если он не идет к нам, тогда мы должны взять инициативу в свои руки и пойти к нему. Ты доставишь ему это зелье излечения от болезни? Да, я знаю, что это скучное задание, возможно, даже неподобающее для человека твоей величины. Я бы сделала все сама, но мне нужно оставаться здесь на случай, если кому-нибудь понадобится медицинская помощь. Понятно, значит, нам нужно доставить Гиону Аулину, он в Готсриче. Наемника мы, пожалуй, оставим здесь. Я что-то поспешил с тем, чтобы отправляться в канализацию. Так и тянет меня туда. А мы отправляемся в Готсрич. А зачем я, собственно говоря, друзья, бегу, когда мы можем смело применить вмешательство и... Ну, здесь придется пробежать. Вот таким вот манером. Значит, Готсрич и поместье Гиона Аулина нам нужно. Давайте его поищем. Садри. Литан. Пустое поместье. Так. Это тоже не оно. А вот, Гион Аулин. Давайте сохранимся. На всякий случай посмотрим, что у него здесь внизу. Может быть, что-нибудь ценное есть. Особо ничего. Ну, как не вскрыть замок, да? 50 уровня. Ну, 50 монет. Ну, хоть что-то. Так, и, конечно же, шкафчик тоже пустой. Тут еще книжки, но он здесь нас палит, поэтому давайте с ним поговорим. Я слушаю, продолжай. Коллекционер артефактов. Но мы сейчас не об этом. Сейчас насчет зелий. Отдать ему зелье. Спасибо тебе большое. Теперь я смогу вернуться к своей работе в полном здравии. Передай мою благодарность Нериль, хорошо? Хорошо. Про коллекцию мы с ним пока говорить не будем. Значит, мы возвращаемся вмешательством. Снова бежим туда вниз. Кстати, мы же можем, по идее, пробежать вот так. Правильно? Да, сразу в зал духовенства и... Крысы. Крысы, гадство. Так, давай-ка ты мне поможешь, дружище. Так, а я, пожалуй, скроюсь тут в невидимости.
Отлично. Давайте перезарядим меч. Камней у меня хватает. Так, нет, Барелзара оставим. Пусть он будет у нас как бы для коллекции. Так. И снова выросло зачарование. Возвращаем меч. Сохраняемся и поговорим. Кстати, это зараженные крысы. Поговорим с этой Нериль. Учение — это моя профессия. Все гораздо хуже, чем я думала. Возможно, я недооценила ситуацию. Могу я попросить тебя еще об одной услуге? Я надеюсь, что не слишком обременяю тебя, но есть еще один больной человек, которому нужно лечение. Ателин Малас находится во внутреннем дворе храма. Ординаторы не позволяют ему войти. Они заметили повышение числа людей, просящих лечения у храма, и боятся, что если они позволят ему войти, это приведет только к распространению болезни, от которой он страдает. Не мог бы ты отнести ему зелье излечения от болезни? Да, я знаю, пожалуйста, попробуй понять меня. После того, как появились эти ужасные крысы, я поняла, что не могу покинуть храм. Кроме того, мне бы хотелось поближе рассмотреть одну из них. Может быть, мне удастся понять, что здесь происходит. Вот, отнеси это зелье Ателину Маласу. Он должен быть где-то неподалеку от храма, во внутреннем дворе. Хорошо. Значит, этого товарища мы снова оставляем. Снова применяем вмешательство. Прошу прощения. И идем искать этого товарища. Больного. Так, ну это вроде бы не он. Оглянись. Нет, это не он. И это тоже не он. Внутренний двор храма. Походу, все придется оббежать. Так, этого мы не видели, не знаем, кто это сделал. Так, что-то я пока что никого не вижу. Туда мы не пойдем пока что. Как там его зовут? Ателин Малас во внутреннем дворе храма. Подожди, а вот это не он? Точно. Вот я Несмотря на тупень. все заверения храма, все Так, зелье я тебе принес. Отдаем, он благодарен. Хорошо. И снова мы бежим к Нериль. Надеюсь, там больше крыс нету. Так, крысы исчезли, появился ординатор. правосудие. Два ординатора. Так, доставил. Превосходно. Я знаю, что это была простая задача, возможно, даже несколько раздражающая, но тем не менее это было очень важно. Я полагаю, Геону Аулину полегчает в течение нескольких дней. Подожди, а другое зелье? Продолжай работать, и может быть нам удастся не дать ей распространиться до размеров, которые вызывают панику у народа. То есть нам предлагают тупо промотать время. Это моя профессия. Правильно я понимаю? А если мы заглянем сюда, здесь у нас тоже стоит ординатор. Правосудие никогда не... Пока что живой. Но это только пока что. Значит, давайте тогда... О, Здесь не так, как в Хайрок. ну уж конечно, какой ж тут хайрок. Ну как будто слышен писк крысиный был. Давайте наведаемся во дворец. И посмотрим, что скажут там. Просто проматывать время мне что-то не очень хочется. Так, мы удовлетворены. Должен поговорить с Борензи. Я уже поговорил. Да, предлагают мотать время. С Борензи, кстати говоря, можно еще разок поговорить. Так, чисто для очистки совести. Что она скажет?
Да ничего особенного она не говорит. Прощелкаю просто все. О, про ленту лабиринта говорит, будь осторожен. Будет мудро опасаться богов со слабостями смертных. Но это она намекает, все-таки намекает нам на дальнейшие события. Вот интересно, она просто так говорит или все-таки что-то подозревает конкретное? Понятно, ничего она не говорит интересного. Значит, тогда я, наверное, наведаюсь на Воронью скалу. Давайте-ка сохранимся, используем возврат. Ой-ой-ой, тут нас дамажит, потому что у нас покров горя. Покров горя придется снять, наденем свою обычную мантию. Также наденем колечко невидимости и смотаемся для начала в Тирск. Посмотрим, что там, охотники вернулись или нет. А потом уже на Воронью скалу. Хотя официальное прохождение как бы фракции вот этой восточной торговой компании завершено. Тем не менее, Воронья скала недостроена еще. И дома своего у нас там нет, хотя должен быть. Тут мы, кстати, заказывали вроде бы какие-то доспехи. Из снежного волка. Да, наплечник нам сделали. Ну, эффект у него такой же, скорее всего, да, сопротивление холоду. Милорд, я могу создать доспехи, достойные вождя. Значит, теперь левый наплечник давайте закажем. Шкурки лишние выложим. И внутрь самого Тирска заглянем. Так. Охотники все еще в пустошах, понятно. Тогда мы применяем божественное вмешательство. И отправляемся в Воронью скалу. По идее, мне должны были в дневник прислать запись. Но поскольку мы прошли уже как бы сюжетную ветку, может быть и нет. Да, я вижу, что построены стены. Но как-то частично, по-моему. Здесь дырки. Ха. А здесь вообще стена обрывается. Как-то это странно. Такую дыру вполне волк может пролезть. Ну давайте поговорим с Фалько, тем не менее. Что он скажет, только сохранимся. Вы отличный собеседник. Так, нападение мы уже отбили. По поводу заданий каких-нибудь. Нанять стражу. Так, определенное место. Подожди. Не может быть, чтобы все. А, это не Фалька. Фу ты, блин, это же не тот. Вот Фалька. Так, что я могу сделать? Что я могу сделать? Задания. Это вряд ли можно считать поручением, но у меня есть одна последняя просьба к тебе. Этот вопрос касается твоего поместья, которое необходимо построить. Планы его строительства прорабатывались уже довольно давно. Карниус совершенно не хотел заниматься им. Очевидно, у него никогда не было намерения оставаться здесь. Теперь, впрочем, это стало твоей задачей. Я поставил Альдама Берениуса во главе команды строителей. Надо с ним поговорить. По-моему, это вот этот вот. Да. Работа не волк, в лес не убежит. Все немного сложно, по крайней мере для меня. Поэтому я сделал все возможное, чтобы облегчить этот процесс. Понимаешь, строительство можно начать на одном из 3 мест. Тебе нужно выбрать, в каком именно из них. Поэтому я установил в каждом из этих мест факелы. Ты должен просто подвести меня к факелу в выбранном тобой месте и сказать мне о своем решении. Дай мне знать, когда ты будешь готов,
и я последую за тобой. Факелы. А мне, в общем, какая разница, в каком месте будет? Первое место — факел. Второе место тоже факел. Но мне бы поближе к порту, конечно. Хотелось бы. А, и вон третий факел. Но мне нравится вот тот второй факел, который поближе к воде. Все, давайте его отведем. Вот сюда. Еще один день, еще одна дневная Ты откуда зона. здесь? Так, я уверен, да. Раз так хочет фактор, так тому и быть. Я прослежу, чтобы работы были начаты. Потребуется несколько дней. Я бы сказал 5 дней, если нам не будут мешать работать. Если же ты будешь постоянно возвращаться, это может несколько замедлить процесс. Понятно, возвращаться я не буду. Значит, мы применяем Работа не волк. вмешательство Альмсиби. Так. Что у нас по прокачке? 8 пунктов. В принципе, можно качнуть пару раз колдовство и получить уровень. Поэтому этим мы и займемся. Ну, просто потому, что у нас пропадут тогда бонусы. Если не озадачиться этим. Мы отправляемся в Альдрун. А из него в Садрит Мора. Как известная уже нам учительница. Но сначала выложим тяжелое. Выложим Клеймору. Она, кстати, покоцанная, надо бы ее починить. Я зачем-то таскаю за собой 8 молотков. Но выложим ее. Выложим вот этот вот наплечник тоже. Но остальное все вроде бы не горит. Разве что вот 18 костяной муки мне ни к чему таскать за собой. Вот. И бежим все-таки в Садрит Мора. Или сначала давайте не в Садрит Мора, а сначала мы бежим в Балмору. Возьмем еще бонус к выносливости, наверное. А для этого мы в гильдии бойцов поучимся каким-нибудь доспехом. Так, только не здесь, подожди, вот же. Вейн. Он обучает тяжелым доспехам как раз на выносливость. Я уже учился у него именно тяжелым доспехом. Но не грех поучиться еще. Итого у нас получается бонус всего 3. Но это способ промотать время на самом деле. Поскольку нас не пустят по сюжету ни там, ни там, то приходится вот так вот делать. Значит, теперь в Садрит Мора. Там тоже пару раз поднимем навык. Садрит Мора. Отлично. Путь известен уже, в общем-то. Еще, кстати, вот было бы неплохо поискать святош опять, но не ради душ, а ради ростового щита. Все-таки не оставляю я надежды запихнуть туда алчущего и так вот сюда, кажется, да? Алчущего и крупного ходячего трупа. Не факт, кстати, что влезет, я даже не проверял ни в редакторе, нигде. Здесь мы обучаемся. Блин, она колдовству-то не учит. Колдовство она не учит. Она учит мистицизму, в принципе. Нам-то без разницы, что повышать теперь уже.
Вот у нас и уровень. Значит, теперь мы делаем возврат. И можем просто отдохнуть вот на этой кровати. Берем силу воли, берем выносливость и берем удачу. 31 уровень у меня. Так, теперь мы, опять же, вмешательство. Я не знаю, честно говоря, сколько нужно промотать времени, чтобы продвинуться там по сюжету трибунала. Но давайте проверим. Значит, Вальдрун. Погода тут испортилась. Но путь известен. Вивик и через Эбенгард в Морнхолд. Пока что только так. Пометку я пока снимать не хочу. В деревне Скалов. Вивик. Тут у нас вмешательство Альмсиви. Мы перемещаемся к храму. Божественное вмешательство перемещает нас в Эбенгард. А тут уже Асин Рейн свое дело знает. Да. Ну и смотрим. Пока что вроде все нормально. Значит, мы используем вмешательство Альмсиви. И поговорим с тетечкой. Да, вот. Морнхолд подвергся атаке. На плаза Бриндизи Дором ворвались монстры. Но мы, конечно же, пойдем туда не самостоятельно, а с помощью нашего наемника. Надо его забрать, придется тащить его. Тут у нас пока что вроде бы ничего не продвинулось, да? Так, а тут что? Кровавая чума. Не доверяет мне. А, то есть квест, в принципе, продвинулся. Просто надо с ней поговорить по душам. Ну, давайте. На плазу мы, конечно же, побежим сейчас, но про кровавую чуму надо спросить. Мне нужно провести кое-какие исследования, чтобы разобраться в этой проблеме. Похоже, эта болезнь была ликвидирована во время Второй эпохи, но теперь она вновь вышла на поверхность. Я не знаю, как и почему, но я знаю, что с этим нужно что-то делать. Она легко передается и действует очень быстро. Теперь, когда ты один из немногих людей, осведомленных о том, что происходит в действительности, я хочу попросить твоей помощи, чтобы узнать как можно больше о причинах этого внезапного появления кровавой чумы. Я бы занялась тем сама, но мне необходимо оставаться здесь на случай, если сюда придут еще пострадавшие. Я полагаю, что причины интересуют и тебя. Возможно, ты согласишься помочь мне в этом. Опять, блин, в канализацию. Короче говоря, нужно искать крыс по канализации, но этим мы займемся позже. Прошу В смысле? Вы что-то сказали? Вот это номер. Вот это прикол. Как ты вообще себя представляешь? Друзья, я в растерянности. То есть наш собственный наемник, который должен сражаться. Типа не хочет сражаться, говорит, иди на плаза и делай там, что хочешь, как хочешь. Решай вопрос. Блин. Засада. Засада. Ладно, сохранимся. И на плаза побежим. Припрыжку практически. Только давайте наденем наш покров горя. Применим сопротивление магии. И покров горя. Так, это не он. Зачем я таскаю за собой эту мантию? Вообще непонятно. Так, значит, еще раз сохранимся, заходим. Здесь у нас битва. Но я, конечно же, призову Алчущего и призову нашу гвардию. Святошу и Сумрака. Также давайте призовем Дримору до кучи. Сам я, естественно, в битву не полезу ни в какую. Паралич на них прекрасно работает.
Души у них вроде бы нет, поэтому заключение на них накладывать бессмысленно. На меня они не агрятся. Это хорошо. Наши побеждают вроде бы. Это кто так шмалял, интересно? Ну, с этих ребят можно поснимать бутылки. Тут вот скорость и силу, по-моему. С других. Вот с этих, по-моему, сила, да? Да, но мне это без нужды. Отзываем алчущего. Давайте поговорим с кем-нибудь. Об этой атаке необходимо доложить. Мы останемся здесь и будем держать охрану на случай возобновления атаки. Сообщите Ениусу Делитиану. Хорошо. Хорошо. Сообщим. Да, Морнхолд, Морнхолд. Я слышал об атаке на город и направил стража, чтобы они разобрались с этой проблемой. Спасибо тебе за сообщение, но ты можешь помочь здесь и с другой стороны. Я хочу, чтобы ты выяснил причину беспорядков. Мы не можем позволить продолжаться этим атакам, но нам нужно узнать больше об их источнике. Похоже, атаки ведутся из двемерских развалин, находящихся глубоко под Морнхолдом. Мемориальная статуя разрушена, и мы расчистили проход, ведущий под нее. По моим сведениям, атаковавшие город твари, по крайней мере, частично механические. Это может говорить об их двемерском происхождении. Я хочу, чтобы ты исследовал эти руины, выяснил, откуда взялись эти создания, и доложил об этом мне обо всем, что выяснишь. Да здравствует Хорошо. король. Этим мы с вами займемся в следующем эпизоде. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч.